Всем привет! Сегодня приготовим панеттоне без замеса руками, то есть к тесту мы даже не прикоснемся. Рецепт простой и уникальный от кондитера, который готовит такие панеттоне на заказ. Но я довела этот рецепт до совершенства и в конце видео расскажу, почему нужно готовить именно так. Вы на канале Кухня Эвелин, обязательно подписывайтесь и поехали! Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. 270 мл молока закипятим и оставляем остыть до теплого состояния. Подготавливаем цукаты. 200-250 грамм любых цукатов, у меня манго, клюква и изюм. Заливаем 150 мл ароматного алкоголя и 100 мл горячей воды. Накрываем цукаты пищевой пленкой и оставляем на несколько часов. В теплое молоко добавляем 1 столовую ложку сахара и 40 грамм прессованных дрожжей или 12 грамм сухих дрожжей, но я советую использовать прессованные. Перемешиваем до однородности и добавляем муку из общего количества муки, столько, чтобы тесто стало как жидкая сметана. Накрываем пищевой пленкой и оставляем до образования пышной шапочки на 5-10 минут. За это время мы подготовим следующие ингредиенты. Оставшуюся муку просеиваем в глубокую миску и добавляем 220 грамм сахара и щепотку соли. Все перемешиваем. От 14 яиц отделяем желтки от белков. Взбиваем миксером желтки до пышного состояния пару минут. За это время подготовленная ранее опара уже увеличилась в 2 раза. Вливаем в опару взбитые желтки и тщательно перемешиваем лопаткой. В сухих ингредиентах мука, сахар, соль делаем углубление и вливаем яично-опарную смесь. Миксером с насадкой крюк или, если у вас есть тестомес, перемешиваем тщательно тесто. Тщательно перемешиваем до однородности. Когда тесто стало однородным, добавляем сливочное масло комнатной температуры 230 грамм в 2 приема и снова тщательно перемешиваем крюками, также до однородности теста. Сливочное масло вмешали, теперь добавляем мед 2 столовых ложки и снова перемешиваем. Весь процесс замешивания крюками должен длиться по времени от 10 до 15 минут. За 15 минут тесто стало однородным и гладким. Накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место. Я ставлю тесто в разогретую до 40 градусов духовку. Тесто должно увеличиться в 3 раза. По времени это занимает 2-3 часа. Тесто хорошо подошло и стало воздушным. Цукаты отбрасываем на сито, чтобы слилась лишняя жидкость, и добавляем в тесто. На этом этапе можно добавить любые ароматизаторы, по несколько капель. У меня капли ром и ваниль. Тесто с цукатами перемешиваем 10 минут насадкой крюк. Однородное и воздушное тесто для панеттоне готово. Теперь наполняем формы для куличей. Получится 6 штук весом 200 грамм. Формы наполняем на 1/3 тестом с помощью лопатки и ложки. Оставляем панеттоне подходить, тесто должно увеличиться в 2 раза, примерно до верха формы, чтобы оставалось 2 см.
По времени панеттоне подходили 1,5 часа. Подходили они у меня также в разогретой духовке до 40 градусов. В разогретую духовку до 180 градусов ставим панеттоне. Выпекаем панеттоне 25-30 минут. Если верхушки будут сильно румяниться, накройте их пергаментом. Панеттоне готовы. Остужать их лучше, положив на бочок и переворачивая в процессе остывания. Еще остужают, прокалывая донышко и подвешивая вверх дном. Панеттоне получились очень красивые. Теперь готовим глазурь. Можно приготовить любую, маршмеллоу растопить, либо же белки с сахарной пудрой и лимонным соком взбить и покрыть шапочки панеттоне. Весь процесс приготовления мне помогал мой ребенок и наконец-то дождался свой заслуженный вкуснейший панеттоне. Самые красивые панеттоне я оставлю на Пасху, а покажу вам самый зарумяненный панеттоне, который мы сейчас же и съедим. Просто посмотрите на его внутреннюю структуру теста. Он невероятно нежный, мягкий и волокнистый. Он настолько невесомый и воздушный, что этот вкус вы не забудете никогда. Теперь я расскажу обещанный бонус. Все секреты приготовления именно этого рецепта панеттоне. Секрет номер 1. Мы приготовили не просто в молоко добавили дрожжи и подождали, пока появится шапочка, а приготовили полноценную опару. Опара хорошо задействует дрожжи, и они активнее работают, и само тесто будет намного пышнее. Второй секрет – это взбитые желтки. Их не просто нужно перемешать, а именно взбить, так как они сами по себе очень тяжелые для теста. Третий секрет – это в рецепте минимум муки, то есть мы не сможем такое тесто вымешать руками, потому что здесь именно та норма, которая нужна для сцепления, но не забивая само тесто. Четвертый секрет – это его волокнистость. Для того, чтобы оно было волокнистым, нужно именно понемногу добавлять мягкое сливочное масло в процессе вымешивания теста. Секрет номер 5. Мед в тесте играет очень важную роль, так как благодаря именно ему панеттоне остаются мягкими и свежими очень долгое время. Идем дальше. Почему мы вымешиваем тесто 2 раза по 10 минут? Только благодаря длительному вымешиванию тесто будет однородным и волокнистым. Почему лучше использовать прессованные дрожжи, живые? Сухие в этом рецепте и вообще в рецептах пасок я не советую использовать, потому что в любой сладкой сдобе есть яйца и сахар, и они очень утяжеляют тесто, а прессованные дрожжи, они очень активные, и им легче поднять тесто и оживить, чем сухим дрожжам. И в конце хочу сказать, что здесь просчитано идеальное количество сахара, чтобы подчеркнуть его настоящий естественный сливочный вкус. По этому рецепту уже готовят все мои знакомые и родные. Такой панеттоне затмевает весь вкус приготовленных пасок до этого. Большое спасибо, что вы дослушали меня до конца. Не забудьте подписаться на мой канал и всем пока-пока.